Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги, и это уже 21 серия аниме «Волчий дождь». Ну что ж, продолжаем путешествие сквозь буран. Они в основном только сквозь бедный... Видели? Облака светились. А, впереди. Вот, опять. Это не облака светятся. Это что-то сверкает на земле, а в них отражается. Извиняюсь, Воздух немного. отчетливо пахнет гарью. Болею немного. Это значит, это корабли. Они куда добрались? Там война. Я не понял. Они что, вернулись сюда? Зачем им сюда возвращаться? Они же отсюда ушли. Войска Джагары здесь. И здесь... Ну они же захватили это место. Это что? А, это то место, где другая стая находится. Помните? Они сейчас всех волков отлавливают, и они там этих схватят. Да, которые... Ну, некоторых, конечно, мне там вообще не жалко, но некоторых... Ну, парочку точно жалко. Это то место, где... где был замок Дарси, где он создал Чезу. Мы только что потеряли связь со всеми подразделениями, которые оставались внутри города. Теперь мы полностью отрезаны ото всех. Ой, Понятно, достаточно. ведут партизанскую войну. Проклятая Джагара. С чего она решила напасть на нас именно сейчас? Говорят, что подразделение, бравшее крепость, было проинструктировано насчет поисков чего-то. Волков. Лишь бы рот открыть. Вымерли все твои волки. Не- 200 лет уж как, хватит стращать. Нифига! Нет, говорят, что у Джагары до сих пор есть отряды, специализирующиеся на отлове волков. Вот. Ты у нас новенький, так что ты вряд ли слышал. Тебе и не расскажут. Ага. Когда мы были в воздушном городе Дарси, мы видели мальчишек. Они напали на нас. Да. И на трупах тех, кто погиб, были отчетливые следы волчьих клыков. Отметили знатно. То есть эти волки наводят свои чары? Что за бред? Командир. Слухов и сплетен всегда много. Но как только ты поверил в них, ты побежден. Да, есть такое. Есть такое. Это Но значит... если так, то кем? Это... На поле боя солдат не задумывается, зачем он воюет. А зачем мы воюем, товарищ командир? Кстати, хороший Исход вопрос. боя давно предрешен. Тогда я спрошу так. Кто мы здесь и ради чего? Хороший вопрос. Мне самому интересно. Можете ответить? Мы наемники. Мы работаем на аристократа. Так. И у нас еще есть оружие. И главное, у нас есть враг. Что еще нам нужно? Вам никто не платит. Мы нашли лазейку для нападения на пришвартованный линкор. Все готово. Отлично, наступаем. Отряд Б взорвет корабль. Я с отрядом А буду блокировать противника у выхода. Никто не сможет уйти из купола. Так точно. Аристократ, на которого вы работали, умер как бы. Вот знаете, как-то тупо. Аристократ, на которого они работали, умер. И... как бы... Зачем им вообще продолжать воевать? Зарплату никто не платит. Если было бы дело в том, что там они защищают своих родных, которые в этом городе, это другое дело. Если Джагара просто учинил беспредел и уничтожает полностью города и населенный пункт, тогда бы это имело бы смысл. А сейчас, ну, незачем против них драться. Не, знаете, с другой стороны... Ага, так они рядом с этой бойней. Зачем людишки воюют друг с другом? Видимо, за аристократов. Идем отсюда. Киба. Киба? Он что же захочет вмешаться в это? Вообще-то... Войска Джагары. Вот. Вот и они. Вообще-то войска Джагары это прямые противники волков. То есть если те не очень, то более-менее, то у этих конкретная задача волков убивать. Я имею в виду Джагара. Бомбу бы туда кинуть вообще-то.
Красиво. Хорошее подкрепление. Кто дает? Да кто же они? О, как. Ну, вырубать хочет, но если 4 на 1, то они его добьют. Я вот так и понял, что они сейчас ему броню в горле пробили, и все. Сняли то, что защищает горло. Стоять! Они тебе вообще-то Ага! Показался. Да кто вы такие, черт возьми? Мы те, кто тебя спасли. Почему вы сейчас спасли нас? Враг моего врага мой друг. Мы не специально. Нет, не специально. Да он из тех, кто охотился на нас. Да. В том самом городе, где мы встретили Чезу. Я помню. Вы что-то знаете про Чезу? Что вы имеете в виду? Это та девушка, которую создали из цветка. Так вы, парни, в эти самые... Вот именно. Так где Чеза? Цветок ушел с вами, а потом... А потом ее забрали люди в такой же броне, как вот эти. Войска Джагары. Так. Так вот в чем было дело. Теперь я понимаю, зачем им нужно было на нас нападать. Почему? Окам, Дарсия, Джагара. Аристократы. Они ни перед чем не остановятся, чтобы заполучить этот цветок. Слушайте, нам все равно, что творится с аристократами. Не о них речь. Вы нам просто скажите, вы Чезу видели или нет? Нет, я ее не видел. Но если ее на самом деле забрали они, крепость Джагары вы найдете там. Сразу за морем айсбергов. Круто, идем туда. Исколесили полмира. Постойте. Вы что, всерьез собираетесь в одиночку напасть на Джагару? Это мы не специально. Я дерусь, чтобы защитить тех, кому я нужен. Значит, я не один. Вот и все. Защитить тех, кому я нужен. А он нужен цветку. Цветок нужен им. И вот этим он нужен. Он нужен и этим тоже. Командир, неужели это... Людям. Да. Они и вправду хотят. Собрать войска отрядов А и Б, оставшихся в куполе. Мы будем преследовать всех прорвавшихся сквозь нашу блокаду. Командир. Теперь мы посчитаемся с ним. Мы посчитаемся с теми, кто хладнокровно убивал наших товарищей. Ну все понятно. Этот парень просто воин. И у него смысл война. Это такой мир. Такой мир воспитывает таких, как он. Просто смысл в войне. Ну это такой жестокий мир, что рождаются. Молчишь, молчишь. Это раз. Ты жива там? Не одиноко, так что все хорошо. Знаешь, мне так нравится, как ты пахнешь. Когда я рядом с тобой, я чувствую что-то странное. Кайф. Даже сейчас. Кайфует. Почему тебя тоже поймали? Ну она волчара, наполовину. Ты могла бы сбежать одна. Без тебя. Знаешь, раньше мне ничего не удавалось предвидеть. Я не смогла. Ни Роуса, ни папашу. Никого не смогла защитить. Ну я бы не сказал. Мне не было рядом, когда я была нужна им обоим как никогда. А теперь я все равно не смогу быть с ним. Роуса? Мне кажется, Я не ребенка. смогу с ним остаться. Потому что до того, как я встретила тебя, я ничего не знала о том, кто я такая на самом деле. Так что у меня нет той волчьей гордости, которая есть у других. Ничего не поделаешь. Ну не знаю. Но где-то в глубине души я, кажется, понимаю, что это. Поэтому я решила защищать себя, что бы ни случилось. Я все о себе, да о себе. Прости. Ты правда удивительная. Мне так просто говорить с тобой. И к тому же я знаю, он точно придет за нами. Да. Псих. А до тех пор тебя буду защищать я. Мил. Блю, ты же веришь в Хиге, правда? По-любому. При чем тут Хиге?
С чем меня должен интересовать этот бабник? Да, кстати. Да, она чувствует, что нравится. Ну, вот именно не так, как остальные, а по-другому. Расскажи, а что такое этот ваш рай? Тоже не знаю. Это тоже не Ясно. знаю. Нифига никто не Думаю, знает. мы все узнаем, как только придем туда. Мне уже самому стало интересно, черт возьми, что это? Вот прямо реально хочется, вот интересуюсь. Опять они за старое. Какой план? Если будем как раньше нападать на всех подряд, без цели, далеко не уйдем. Это да. Знаю. Теперь мы идем только вперед. Идем к крепости Джагары. Погнали. Вперед. Все, ребята, минуем красиво, без этого всякого. Да, совсем про этих-то забыл. Вопрос, почему они вот в таких... Они же на кораблях улетели. Зачем им сейчас Шеф. физически Что? Я с тобой. по земле Не ехать? волнуйся. Вот тоже такой момент. Вот они же на кораблях улетели. Вот зачем сейчас на земле? Немножечко нелогично. Почему всегда так происходит? Стоит наконец-то заполучить тебя в собственное распоряжение и ни единого шанса воспользоваться этим. Нифига себе. Вот это он сказанул. Кстати, вспомнил. На допросе мне сказали одну штуку. Так? Мы теперь, оказывается, больше с тобой не в разводе. Что это значит? В смысле? Информацию о нашем с тобой бракосочетании удалили из всех баз данных. А это значит, что и развода тоже не было. Вообще-то и женитьбы тоже не было. Вот такая печальная, счастливая история. Да уж, офигеть. То есть, поженились, развелись. Но это все стерто. И все заново. Не шевелись! Сумеешь? Ах, если бы это был волчарой. Понятно. Доберемся домой и спеку что-нибудь. Это значит Если все. мы выберемся, давай уедем. Куда-нибудь, где нас не знает ни одна душа. Построим домик с красной крышей и разобьем большой сад. Посадим там помидоров, укропа. И собаку заведем, точно? Еще. И еще. Детей тоже заведем. Я хочу девочку. Я тебя знаю, ты будешь отличной матерью. А потом, Музыка великолепная. потом, у тебя другие планы. Нет. Все уже кончено. Все решено. Чего ты теперь от меня хочешь? Да ничего подобного. Ничего еще не кончено. Ты же сама прошла весь этот путь, чтобы все увидеть собственными глазами. Все хорошо. Я буду защищать тебя. Для этого я отказался от всего, что у меня было. Теперь у меня есть только ты, и ты для меня значишь все. Хав. Лебовский. Ты как? Нормально. Да как-то так. Давай. Это войска Оакама. Да, видимо... Лакама или еще кого, но это наш шанс. Точно. Идем. Идем искать Чезу. Да. Я бы тоже, да, взял бы. Шер. Нос чешется. Так. Сюда. А, Блю же рядом, точно. Блю же должен... Блю здесь. И Чеза тоже там. Давайте, вытаскивайте их оттуда. Они там? Они там, давай, вытаскивай их. Чеза? Да, привет, Блю. Вытаскивайте их обоих. Живо. Собака Квента?
Сейчас мы вас Быстрее. вытащим отсюда. Ты испугался, кто стрелял. Да. Бай. Вот и фокус. Надо уходить. А как? Да. Фокус. Броня. Хорошо. Хаб! Ну, короче, она, да. Интересно, как это выглядит наяву. Вот, кстати, вопрос, почему они не на корабле находятся? Серьезно, еще раз спрашиваю, почему? Почему они по земле и везли таких важных пленных? Вот почему? Хаб! Вот это большая несостыковка. Таких важных пленных они должны были с флотом вести. Вот это не просто корабль, а там еще 3 корабля сопровождения должно было сопровождать. Что случилось? Погодите, я правильно понял? Сейчас их телепортировали на корабль? Так выходит? А зачем тогда нужно было лифт там? Смотрите, сразу видно, это главная сволочь. Пам-пам-пам-пам. Сейчас должно начаться, ну. Не началось. После этого, после этой мелодии обычно начинается та-ти-та-та-ти-та-ти-та-ти-та. Простой мотив, но очень такой сильный, запоминающийся. Ну, видимо, это командир с остатками бойцов Уакамы, аристократа Уакамы, да. О, ясное дело. Командир на танке. Аж Жуков. Почему вы продолжаете? Ни Оакама, ни Дарсия больше нет. Да. Почему же вы продолжаете воевать? Хороший Я вопрос. знаю. Но по-другому я жить не умею. Так уж устроен. Вот такой глупец. Могу доказать себе, что чего-то стою лишь на войне. Ау, я потом, Доказать себе? потом скажу. На поле боя мы встретили тех самых волков. Волки и правда наводят чары на людей, чтобы выжить. Когда-то я тоже думал, что это плоды чьей-то разыгравшейся фантазии. Но это оказалось правдой. Они все разыскивают цветок. Волки и Дева Цветка, сотворенная из лунных цветов. Все вышло точно так, как было написано в книге Луны. Дарсия Как-то первый. так вышло, что мы незаметно для себя оказались на страницах истории. Вляпались в легенду. Дарсия Мы первый подвезем вас до ближайшего города. был прав. Спасибо, но не надо. Лучше одолжите вот это. Что? Танк? Забирайте. Если он на ходу, то пожалуйста. А куда же вы направитесь? Отсюда прямо в крепость Джагары. Мне тоже необходимо кое-что найти. Ясно. А вы? Мы отправляемся во Фриз-Сити. Командир, силы Джагары уже заняли весь город. Судя по всему, это будет наш последний бой. И я буду воевать за город, а не за аристократов. Ага. Я воюю за то, что я обязан защищать. Защищать свой город, собственный дом. Вот теперь я понимаю его мотивацию. А то до этого, ну, правда. Командир, все готово. Отлично. Мы возвращаемся во Фриз-Сити. Так точно. Но поведешь все-таки ты. Это да. Она вести не может физически. Большого пальца нет у нее, чтобы держать руль, и она не дотянется до педалей. Ну все, погнали. Эх, не повезло обоим, мне очень-очень не повезло. Облом, да? Что? Она их почувствовала внизу? Она их внизу почувствовала. Она их внизу почувствовала, они по пятам идут. Да? Они же направились туда первыми, еще до войска
у Акамы, вот с командира. Так что... Да, почуяли? Что там? Но он прочувствовал. Вы на правильном направлении. Давайте, ребята, бегом. Это точно она. Точно она. Идем. Вдогонку, ребята, давайте, вдогонку. Эх, ну что ж, снова, опять 25, снова придется ее отбивать. Да. Ах. Ну что я могу сказать? Тоже хорошая серия, знаете, такая душевная. Не сказать, что я многое могу объяснить, но кое-что могу. Прежде чем перейти к обзору, хочу сердечно поблагодарить всех, кто приобрел подписку и стал горгушей на Бусти, где я выкладываю все созданные мной видео раньше, не вырезая музыку и не маскируя картинку. Также большое спасибо за отдельный донат на Бусти. Также выражаю большую благодарность спонсорам канала, Гаргульчикам и Гаргулятам. По скриптам, код GIES уже полностью лежит на Бусти в абсолютно открытом доступе, а теперь пришло время тетради смерти, которую я также выложу на Бусти в открытом доступе, без маскировки кадра и с прекрасной музыкой с 1 по 24 серию. Ну, знаете, вот в данном обзоре хочется сделать основной акцент на командире и на его ребятах. На них напали, и они дерутся с теми, кто на них напал. В начале серии я немного не понял, какова у них мотивация, что это такое. Ну, он говорит, мы наемники. Мы наемники, мы работаем на аристократа, и у нас еще есть оружие. И главное, у нас есть враг. Что еще нам нужно? Вот у меня возник нормальный вопрос, а кто вам платит? Ку-ку, алло. Потому что смысл воевать? Если ненависть у них источник их драки против Джагары, то тогда понятно. Вы понимаете, если Джагара беспредельничает в городах, что нам, кстати, не очень показали. Нам показали просто, что он бьет по другим аристократам. И он занимает просто те города, которые принадлежали у Акамы и Дарсии принадлежали. Но я не видел, чтобы они там беспредельничали или что-то такое страшное делали. Если бы они там реально занимались бы самопроизволом, грабежами, мародерством и так далее, тогда это имело бы смысл. А сейчас я не очень улавливаю. Ну, подумаешь, жили под одним аристократом, будем жить под другим аристократом. Вот если бы нам бы показали их отношение к взятым территориям, отношение солдат Джагары к взятым территориям, тогда бы это имело бы какой-то смысл. Это первое. Второе. Еще одна такая сильная несостыковка, которую я здесь обнаружил. Чезу, Блю, Шер и Лебовский, они взяли на борт корабля. На борт такого линкора мощного, понимаете? И улетали. И за ними, ясное дело, бежал Киба. И вот увидеть сейчас их в плену на земле, мне кажется, крайне нелогичным. Потому что если это пленные просто первоочередной важности, честно сказать, да, я бы ни за что бы не спустил бы их на землю и не начал бы перевозить их на земле. Я бы всю безопасность бы обеспечил и как можно быстрее бы довез бы их до крепости Джагары. А это значит воздушный транспорт в сопровождении еще 3, 4 или 10 воздушных транспортов. Да, которые у Джагары, как мы видели в некоторых сериях назад, имеются. Причем такие мощные линкоры. Так что немножечко непонятно, как они на земле оказались, из-за чего. Генеральные уборки? Что ж, по поводу командира. Я дерусь, я воюю, это моя суть. Знаете, вспомнил внезапно, случайно вспомнил такого персонажа, как Тарас Бульба. Почему я сейчас его вспомнил? Знаете, не буду ничего говорить, просто вот покажу маленький отрывок из моей любимой экранизации Гоголя Тараса Бульба. Я казак! Бульба был упрям страшно. Это был один из тех характеров, которые могли возникнуть только в тяжелый 16 век. Это было просто следствие того времени, почему люди вот так закалялись, понимаете? Люди закаляются именно так, как диктует им время. А
данное время, которое нам показано сейчас, и данная атмосфера всего мира, которая нам показана сейчас в этом аниме, это жестокое место, очень жестокое место, которое не менее было жестоко в наш 16 век. Понимаете, только вот такое жестокое время порождает людей, которые воюют, и для них самоутвердиться на войне это первоочередное. Можно взять абсолютно вот разные времена, разные народы, можно взять викингов, можно взять индейцев, можно взять, не знаю, крестоносцев, можно взять, много чего. Понимаете? Короче, бывали времена, когда только силой оружия доказываешь, что ты мужчина. И, к сожалению, вот сейчас такое время нам показано, и такая атмосфера нам показана, что тут также сможет доказать. Они проиграли. Этот командир со своими ребятами проиграл. И это очень сильно чешет изнутри. Вот вопрос, который был задан, на который я считал, что очень нелогичен ответ, вот, который был в начале. Вот в итоге он постепенно раскрылся. Вот во время моего обсуждения, если честно, вот постепенно я пришел к такому выводу, вспомнив некоторые моменты. К слову, также они сказали, что мы воюем за наш дом. И я буду воевать за город, а не за аристократов. Я воюю за то, что я обязан защищать. Ну, снова же, ничего не могу прокомментировать по этому поводу. Если там войска Джагара и правда такие сволочи, то тогда ясно. А если нет, ну... Вроде бы не видно, что войска Джагары нуждаются хоть в чем-то. Так что сомневаюсь, что они там мародерничают и так далее. По виду это самое богатое княжество, которое там есть. Потому что, учитывая их вооружение, учитывая их количество, учитывая их подготовку, потому что у Акама и половины такой подготовки не было. А Дарсия вообще в руинах лежит, и все его княжество в руинах лежит. Так что, дорогие друзья, это была 22-я серия Волчьего Дождя. Благодарю, если смотрели это вместе со мной. Если вам понравилось, будьте добры, поставьте лайк. Подпишитесь на канал, группу ВКонтакте. Также, пожалуйста, на Бусти, где я выкладываю Волчий Дождь на несколько серий вперед, без маскировки кадра и не вырезая музыки, которую вырезать здесь, снова же повторюсь, смертный грех. Удачи вам, увидимся уже на 23-й серии.